Добрый день, добрый вечер, у кого какое время, с вами Вивьена, и мы сегодня смотрим про наших любимых дорогих, о тех, о ком болит наше сердце. Что мужчина не может тебе простить? Спасибо за донаты, не забывайте про энергообмен, подписывайтесь, ставьте сердечки, по ссылке переходите в Телеграм, на канал и в группу, где мы эзотерически чудодействуем и разговариваем. Что мужчина не может тебе простить? Будем смотреть. Пронзившее сердце. Что мужчина не может простить? Давайте посмотрим вообще, какой это мужчина сначала. Что у нас такой за мужчинка такой? Так, какой он? Какой он? Ну, он такой мужчина, который... Старые карты, но очень верный. Мужчина, который для себя. Для себя. Для себя. Мужчина, который для себя. Мужчина, который знает, что если он что-то хочет, если он хочет, чтобы был союз, то союз, в котором он. Мужчина, который может быть нечестным в союзе. Возможно, у кого-то мужчина не свободный или мужчина, который смотрит в другую сторону. Да, мужчина, который может тайные отношения. Это могут быть и физические отношения, это могут быть отношения по интернету, что сейчас очень часто, и из-за этого распадаются многие союзы и даже браки. Что это за мужчина? Мужчина, который привык быть «я наверху». У мужчины, возможно, есть автомобиль. Мужчина любит всегда делать праздники, может быть, любит куда-то ездить, или даже по интернету общаться, или ездить куда-то на маленькие такие пиршества, может быть, даже и свидания. Мужчина, который любит яркость, чего-то такое, ему нужно все время адреналин. Мужчина, который любит себя. Мужчина, который знает себе цену. Ален Делон не пьет одеколон. Вот такой мужчина подходит, смотрим дальше. И поэтому мужчина с амбициями, и он может что-то не прощать вообще. Давайте посмотрим на гадалки. Что мужчина вам не желает простить? Не желает простить он вам... Знаете, какую-то вашу самоуверенность, ваши какие-то знания больше, чем у него. Он не желает это простить. Ему не очень нравится, что вы знаете больше, чем он бы хотел. Ему не нравится такое. Он любит все делать сам. Он любит делать сам. Так, что он не хочет вам простить? Не может. Не то, что не хочет. Он не может. Для него, если, например, вы работаете, получаете в денежном эквиваленте больше, его всего корежит. Что он не может простить вам? Понимаете, вы тоже что-то не можете простить. Но я все время говорю, в паре, если вы хотите союза, принимайте друг друга такие, какие вы есть. И не придумывайте того, чего нету. Потому что союзы распадаются именно поэтому. Особенно женщина придумывает себе какого-то принца датского. А потом, когда уже вместе соединяются, идут по жизни, она вдруг видит, что а он вот это не так не делает, он вот это. А он и не может, он так и не мог. Это вы придумали. Ему не нравится, если вы плачете. Вот этому мужчине, да, он, видите, какой сильный. Ему не нравится, если вы плачете. Ему не нравится, если вы начинаете что-то просить, почему-то не написал, почему-то... Ой, простите, почему-то там это, вот ему это не нравится. И вот он не может, у него другое. И ему не нравится, что если что-то случается в вашей паре, то вы можете поехать, рассказать подружке или кому-то, или что-то написать похожее, там не обязательно прям вот что у вас, но вот как бы передать, что у вас какие-то неприятности. Что еще мужчина? Мужчина такой не может.
Мужчина не прощает никаких переписок, ни в каких интернетах, ни в каких этих с какими-нибудь другими людьми, даже со своими подружками. Но он не может. Должно быть только все вертеться около него. А как вам поступать, раз вертеться только около него? Как советуют вам поступать вам? А вам советуют... Понимаете, тут то, что человек ревнивый и ревность как-то на показ, вам советуют... Ой, точно. Вам советуют убрать эту ревность. Что вам еще советуют? Советуют, да, если вы хотите быть с этим мужчиной, то нужно быть только с этим мужчиной. И на работе, дома, и везде. То есть он даже не понимает, что не очень-то будет понимать пойти к подружкам. Он будет очень сильно и к подружкам ревновать. Что вам дает совет, и ему тоже. Что все проблемы, которые возникают в паре, нужно решить вместе, обдуманно. Так, давайте посмотрим, а что вас может ждать в отношениях с этим человеком. Ну да, он такой, значит, надо пристраиваться к нему. Не хотите пристраиваться? Открывайте дверь, берите чемоданчик, трусики и лифчик и адью. Это я девочкам говорю. И мальчикам. Не хотите принять такую женщину, какая есть, сесть за стол переговоров и принять общую конституцию? Открыли дверь, сказали «до свидания». Я в свою жизнь, ты в свою. И не надо портить друг другу жизнь. Она у нас очень короткая. Что дает совет на будущее в ваших отношениях, если они состоятся? Здесь, да, действительно, не хотите принять друг друга. И выражает, что будет все время конфликтность. Потому что человек очень сильный сам по себе, мужчина такой, он себя так импонирует, он, может, не сильный. Может, в каких-то ситуациях он будет трусом. Но вот как мужчина, он себя считает мачо. Ну, вот вам говорят, то есть или принимать это, или что? Здесь, если принять, вот действительно, как я вам сказала, сесть за стол переговоров и принять эту конституцию, тогда в вашей паре будет гармония и счастье. Делайте определенные методики. Я в Телеграм выставляю различные методики, как гармонизировать, отодвигать врагов, отодвигать людей без всякой мести, злости. Этот год, 24-й, год, когда мы поднимаем благосостояние и относимся очень уважительно ко всем, и к живым, и к тем, кто наши по роду, и к тем людям, которые делают нам зло. Когда вы будете это высказывать, у вас будет тоже счастье. Пока-пока, принимаю, приобретаю, пальчики вверх, подписываемся. И не забываем про энергообмен. Пока-пока.